Итак, здесь в этой теме, в этой концепции есть два принципиальных понятия, и это довольно просто объяснить. У нас есть концепция понятия growth mindset. Это гибкое мышление с установкой на развитие или мышление роста. Ну, поскольку это переводное понятие, да, у него вот несколько определений. Fixed mindset – это фиксированное или ригидное сознание с установкой на данность, то есть оно такое закостенелое, не развивающееся. В общем, сейчас перейдем к этому поподробнее, и я думаю, станет более понятно. На самом деле здесь не так уж сложно разобраться в этой теме. Это два мышления, которые противопоставлены друг другу. Вот если говорить о мышлении ригидности, которое у нас fixed mindset, то люди с этой установкой считают, что способности даются нам при рождении, и мы на них существенно повлиять не можем. Ну, то есть что-то плюс-минус изменить мы можем, но в общем и целом как бы есть талант, он есть. Таланта нет, ну, пиши пропало, да, ничего с этим поделать невозможно. В это же время люди с установкой на рост, наоборот, считают, что мы можем развивать свои способности за счет обучения и упорного труда. Вот, и здесь вот эту можно привести известную цитату, да, их уже много разных, но одна из самых первых принадлежала Гёте, где он говорит, что гений – это 1% таланта и 99% пота. Ну, как бы немножко неприятно звучит, но суть понятна, да, вот эти 99% повторений, каких-то попыток, да, когда ты снова что-то делаешь, и тогда у тебя что-то получается. И нам нужно пробовать и открывать новое, чтобы каждый раз понимать, да, вот здесь я могу, вот здесь не могу, вот здесь получается, вот здесь не получается. В то время как люди с ригидным мышлением говорят, вообще нет, вообще не мое, даже пробовать не буду, уже пробовал, бесполезно. У людей с ригидным сознанием, с установкой на данность, успех понимается как доказательство именно врожденного ума и таланта. Это важно, да, это коррелирует с нашей первой мыслью, что человек таким родился, ему просто повезло, и все, да. Если говорить о людях с установкой на рост, то наоборот, они считают, что успех – это развитие, возможность учиться, и им, например, не страшно показаться некомпетентными в чем-то. Да. Люди с установкой на рост, они тоже боятся, но они понимают, что вот в этой зоне страха лежит их зона ближайшего развития, да, и это звучит для них как «боюсь, но делаю». Я начинаю делать какие-то шаги, и страх потихоньку уходит. И вот этот девиз «боюсь, но делаю», он, в принципе, очень продуктивен. Что важно сказать? Людям с ригидным сознанием важно показать себя молодцами, показать себя хорошими вот прямо сейчас. По большому счету, им не важно, что потом, что после них. Важно, чтобы сейчас у них была какая-то некая оценка, причем она должна быть положительной, чтобы вот эта внешняя валидация прошла для них как бы со знаком плюс, да. И эти люди, они очень боятся показывать что-то в сыром виде. То есть они лучше покажут то, что уже готово, и то, что они, возможно, показывали уже не раз, потому что идти в новое им очень страшно. У людей с установкой на рост есть ориентация на процессы обучения. Для них, я не могу сказать, что для этих людей не важен результат. Конечно, важен, но они хотят добиться этого результата сами. И это вот люди, которые не хотят приходить, например, на новую какую-то работу, да, где уже все готово. Это люди, которые хотят прийти и сделать все хорошо самостоятельно. Они воспринимают любой процесс как какой-то челлендж, и вот эти трудности, которые им нужно преодолевать, они как бы от них кайфуют, они говорят, это очень классно, я могу здесь чему-то научиться. Да, это не просто все идет вот ровненько, а это не просто, но это интересно. В общем, установки – это определенные идеи, убеждения, какие-то мысли, которые исходят из предыдущего опыта человека и которые в соответствии с этим диктуют его реакции, например, или его поведение. И вот здесь важно понимать, что убеждения, они есть во всех сферах жизни, и они могут тебя как продвигать вперед, так и заставлять тебя буксовать на месте. Как развивать гибкое сознание? Понятно, что оно более продуктивно, понятно, что оно более живучее. Вот здесь несколько пунктов. Мы говорим о том, что это неудача, это не конец пути, это новый опыт. Мы пробуем и каждый раз понимаем, как получается, как не получается, ищем свой вариант. Выходить из зоны комфорта – это
не беда и не трагедия, а возможность попробовать что-то новое, да, потому что мы понимаем, что вот в этом новом, там, где страшно, там у нас лежит зона развития. Мы стараемся не искать положительные оценки вовне, вот это самое важное. Мы ориентируемся как бы на себя самого и постоянно примеряем это на себя и понимаем, так, зачем я это делаю? А для чего я это делаю? Чтобы что? Какие возможности потенциальные мне это даст, да, и вот ориентируемся именно на это, а не на то, что так, вот сейчас кто-то скажет, что то, что я делаю, это классно, да, если я говорю, что это классно для меня, это одно, если кто-то говорит, тут уж надо подзадуматься, да, наслаждаемся процессом, это понятно, вот этот пункт не обесценивать маленькие достижения и сравнивать себя с самим собой, мне кажется, он очень важный, наверное, самым важным, потому что у нас есть идея о том, что маленький результат не результат, вот большой результат, вот это результат. Но на самом деле это иллюзия, потому что большой результат всегда складывается из каких-то маленьких-маленьких достижений. И последнее – это быть по отношению к себе добрым и понимающим взрослым, а не злым критиком, потому что злых критиков вокруг всегда очень много. А когда ты сам себе говоришь, слушай, ты такой молодец, ты учишься, и ну да, на что-то нам нужно больше времени. Да, с первого раза не получилось сказать с хорошим акцентом. Я уже достаточно хорошо делаю то и то, да, отмечать свои достижения. Я еще готовила несколько ссылок для тех, кому вдруг будет интересно по этой теме еще что-то посмотреть. Есть книга «Гибкое сознание», это просто ссылка на Литрес, не знаю, может быть, вы там покупаете, слушаете аудиоварианты, вот. Есть выступление Кэрол Дуэк на TED, и вот это интересно, мне кажется, в плане аудирования даже, возможно, она может подойти. И на русском языке небольшой ютубовский ролик за 8 минут, он там, молодой человек, рассказывает про книгу с большим количеством примеров, ну, как бы, мне кажется, можно послушать вот эти 8 минут и понять, хочу я читать книгу или... Хорошо, давайте тогда сделаем так. Мы вопросы кидаем в Telegram, и для тех, кто есть во ВКонтакте, вопросы кидаем прямо на стену во ВКонтакте. Тем, кто не хочет публично задавать вопрос, лучше в Телеграме тогда. Вот. И дальше уже Ксения ответит на ваши вопросы. А презентацию я отправлю, как только Ксения отправит мне.